Здравствуйте, мои дорогие тельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на первую половину месяца февраля. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут, что интересного у вас произойдет. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, что он не личный, не персональный. Надеюсь, большинство из вас он подойдет и будет перекликаться с тем, что происходит в вашей жизни непосредственно. Итак, давайте посмотрим. Телец с 1 по 15 февраля. Какие вам карты сегодня выпадут? Расклад я делаю на одной колоде. Достаю по одной карте, и каждую из них мы с вами разбираем и смотрим, в какую картинку в целом они у нас складываются. Итак, первая карта у вас карта колесница. В целом карта такого, знаете, прогресса, рывка, каких-то важных поворотов для вас. Вы здесь очень амбициозны будете, очень настойчивы и целеустремлены в феврале месяце и настроены на успех. Вы прям сосредоточены на этом, и у вас, скорее всего, все будет хорошо, потому что успех-то он чаще всего достигается благодаря настойчивости, целеустремленности, умению не сдаваться и оставаться сосредоточенным на том, что для вас важно, чтобы правильные ресурсы использовать и чтобы направить их в правильное русло. А здесь вы как будто бы гонитесь, да, за своим успехом, за своей мечтой. Вы стараетесь здесь сосредоточиться полностью на том, что для вас важно. Может быть, вы здесь свои желания вот как будто полностью осознали, поняли, что вам нужно, куда направить свои силы, чтобы добиться этого успеха. Достаточно хорошая у вас здесь карта, карты колесницы. Для кого-то это карта общения с человеком знака Рак, потому что это все-таки карта Рака, поэтому тоже имейте в виду, возможно. Следующая карта Император, карта знака Овен, да, может быть общение с Овном, но в целом Император — это главный человек, он умеет брать на себя ответственность, умеет отвечать за свои поступки, то есть это человек, который занимает высокое положение, обладает статусом, авторитетом, и это то, что чаще связано все-таки с мужским родом, да, но может представлять и женский пол, может быть такой достаточно сильный человек, который руководит всем. Это может быть и женщина, которая руководит всем, которая любит порядок, которая любит контроль, которая умеет сосредотачиваться на важных для нее задачах, чтобы идти опять-таки к цели, к успеху по этой колеснице. То есть здесь вы, вот знаете, как будто знаете, опять-таки знаете ваше желание, знаете, что вам нужно сделать, принимаете правильные какие-то решения для того, чтобы добиваться здесь успеха. Итак, давайте посмотрим дальше. Дальше шестерка пентаклей и карта пажа кубков. Да, и в целом карта шестерка пентаклей, карта какой-то и возможности обмена, возможности взаимного обмена с другими людьми. То есть возможность быть открытыми в том, чтобы чем-то делиться, что-то отдавать, соответственно. Здесь также еще и паж кубков есть. Возможность быть открытыми эмоционально каким-то эмоциям, чувствам. Кстати, четверка жезлов. Здесь могут быть какие-то мероприятия или события, на которые вы едете, или шестерка пентаклей. Здесь кто-то дарит подарки, или вы дарите, может быть, на какой-то годовщине, каких-то семейных торжествах или праздниках. То есть здесь вот позитивные события, которые происходят у вас, может быть, с водным знаком также это связано. Опять-таки раки, рыбы или скорпионы. Но в целом здесь вот как возможность получать, возможность дарить, возможность обмениваться вот этими эмоциями, возможность вносить свой вклад в какую-либо ситуацию по шестерке пентаклей, может быть, в ситуацию, которая имеет отношение там, к вашей семье. По четверке жезлов, да, то есть там, к вашему социуму, к вашей семейной ячейке также. Но в любом случае достаточно хорошие карты здесь. Давайте посмотрим еще. Карта умеренность, карта умеренности, карта повешенный. Ну вот знаете, в целом карта здесь, которая опять-таки у вас выпадает, да, повешенный и умеренность. Умеренность — это необходимость сохранять равновесие, сохранять баланс во всем, что здесь происходит. Возможно, здесь у вас будут какие-то непредвиденные обстоятельства возникать, но вам нужно будет уметь справляться с подобными ситуациями по мере их возникновения и не терять при этом концентрации, то есть не отступать от своего вот этого равновесия внутреннего и не позволять сводить вас с ума, то есть быть все-таки четкими, целеустремленными, умело принимать решения и двигаться к своей цели. Также здесь
В любом случае, какой бы сферы ни касался, соответственно, этот расклад, да, здесь выпадает эта карта повешенного, то есть вам, возможно, здесь нужно будет уметь смотреть на вещи по-другому, вам нужно будет здесь уметь, тут еще и туз кубков, отказаться от старых убеждений, от старых привычек, посмотреть на это все по-другому, да, открыть свое сердце каким-то новым возможностям, возможно, какому-то более хорошему варианту развития событий. Здесь, я думаю, здесь также есть какой-то очень полезный для вас совет. Вроде, как знаете, вы привыкли заниматься какими-то своими делами или, может быть, не очень делиться чем-то. Возможно, вам стоит здесь открыться другим людям и, может быть, каким-то идеям, взглядам, которые они транслируют вам, может быть, помощи. То есть впустить людей в свою жизнь, других людей в свою жизнь. Возможно, осознать, что у других людей может быть другая точка зрения. Опять-таки увидеть по-другому какие-то вещи, что их точка зрения может быть даже лучше, чем ваша, да, или какая-то идея лучше, чем то, что вы раньше думали. И, может быть, вас что-то заставит переосмыслить или пересмотреть какие-то вещи. То есть нужно открыть свое сердце каким-то новым видением, новым взглядом, новым идеям, которые могут быть транслированы другим людям. Может быть, поддержки других людей, которые готовы вам помочь. Карта шестерка пентаклей. Готовы поделиться своим временем, там, своими какими-то, не знаю, ресурсами, в конце концов, да, для помощи вам. Тройка пентаклей, ну тоже как, да, сотрудничество. Тройка пентаклей — это сотрудничество, это вклад в общее дело, ваш вклад в общее дело, и, соответственно, да, и другие люди могут вкладываться в ваше какое-то дело. То есть это совместное созидание чего-то стабильного, устойчивого, долговечного, потому что это тройка пентаклей. Это возможность объединять какие-то свои навыки, свои знания, делать этот вклад правильный. Это такой правильный способ взаимодействия. Опять-таки тут возвращаемся к императору. Когда вы умело можете приспособиться к какой-то ситуации, умело о чем-то вести переговоры, умело разрабатывать какой-то план, потому что вы можете быть гибкими, можете посмотреть на вещи по-другому, принять другую точку зрения тоже по тройке пентаклей, договориться о чем-то. Да, то есть хорошая карта тройка пентаклей. Дальше шестерка жезлов и карта звезда. И вот здесь вот по шестерке жезлов снова в целом можно говорить о успехе, потому что шестерка жезлов — это признание. Возможно, вы находитесь в таком положении, когда вас, знаете, здесь за что-то хвалят. Может быть, создается впечатление, что кто-то из вас здесь либо, знаете, как будто входит в группу под руководством кого-то, карта императора, или может быть, это вы что-то создаете, вы здесь кем-то руководите, может быть, да, и создаете что-то, начинаете здесь управлять как каким-то коллективом, создавать команду сплоченную. Но в любом случае здесь достаточно такая хорошая лидерская позиция у вас возникает, у вас есть возможность достичь какого-то успеха здесь ради общего блага. То есть здесь такая энергия сообщества, которая очень хорошо ощущается. И, возможно, здесь еще и с картой звезда есть возможность достичь таким образом какие-то свои цели, реализовать свои планы, свои надежды, которые у вас есть по этой карте звезда. Потому что вы, возможно, в прошлом были немножечко эмоционально замкнуты или просто перестали верить в какое-то чудо или в возможность достижения чего-то определенного. И вот здесь вот у вас возникает возможность, да, посмотреть на вещи по-другому, поверить в это чудо, открыть свое сердце каким-то возможностям, которые вам здесь даются. Так, восьмерка чаш. Уйти от чего-то неудобного, нехорошего. И, кстати, пройти трансформирующий путь по шестерке мечей, соответственно, здесь. То есть от худшего к лучшему. По восьмерке чаш. Развернуться, уйти от чего-то негативного к лучшим достижениям и свершениям. Опять-таки, тройка кубков — это связи и возможность принять, сделать такой выбор для вас правильный. Здесь хоть, возможно, здесь много также и фантазий каких-то, планирований, какого-то, знаете, иллюзии, обсуждения планов с другими людьми, когда вы там с близкими, с родственниками, с коллегами обсуждаете, да, дальнейший вариант развития событий. Но при этом тройка кубков имеете очень мощную поддержку со стороны этих людей. Соответственно, да, карта у вас очень на самом деле хорошая. Тельцы, с этим я вас поздравляю. Жду от вас обратной связи. Пишите ваши комментарии, ваши отзывы оставляйте. Желаю вам всем всего самого наилучшего. До скорого.